Здравствуйте. Тема моего сегодняшнего семинара – это учение о Боге, система пространственного внесловесного управления. В данной теме я показываю технологию, когда человек, например, поставив первичную цель управления, в виде определенной цели управления, дальше уже может, во-первых, работать через пространственную среду, то есть фактически визуализируя, воспринимая пространство. Во-вторых, он может, в принципе, не производить, предположим, какого-то словесного дальнейшего сопровождения цели управления. Более того, он может, в принципе, использовать любое словесное сопровождение, и при этом цель будет реализовываться. То есть фактически речь идет о том, что свечение духа, души и сознания в контрдействии по отношению к некому внешнему событию, если событие, предположим, не то, которое нужно, управленцу, то вот это вот объединение на уровне действия, на уровне внутреннего действия, вот есть внешнее, а это в данном случае внутреннее действие, это управление будет реализовываться в любом случае. Вот здесь вот как раз-таки это важный аспект вечного развития с точки зрения технологии вечного развития, что если рассмотреть, например, действие Бога, то Бог, Он же и действует, и одновременно создает. То получается, что для него вот понятие информации – это некое состояние, то есть слово где-то создается и создается, например, событие. И вот если приблизиться к состоянию Бога в этот момент, то слово, в принципе, не имеет определяющего значения с точки зрения отдаленных целей. Потому что он же и создатель слова, и если мы рассматриваем начальный смысл слова, дальнейшее действие этого слова может сохраняться во внутреннем мире человека, и человек при этом понимает, для него совершенно ясно, о чем речь, а все внешнее сопровождение в управлении, оно получается, что не принципиально. Поэтому в данном случае, перейдя уже к региональному, территориальному пространственному, так скажем, управлению, мы можем здесь рассмотреть такой момент. Вот свечение, или, скажем, мысль, или, так скажем, действие, которое исходит от человека, действие в виде мышления, можно распределять на ряд очень тонких подградаций. То есть в световых системах, где пересечение между отдельными системами – это практически очень мало заметная структура. И когда свет начинает пересекаться с большой скоростью, отдельные светотона, чтобы из какого-то, предположим, серого цвета сделать управляющий серебристый цвет, нам нужно практически суметь внешнюю структуру захватить. То есть нам нужно сделать так, чтобы внешняя система была не определена в этой точке пространства, как только она приходит ближе к вам. Например, Бог вечный, к Нему приходит любая информация, Он все равно вечен, более того, Он создает вечное развитие. Он еще учит, показывает технологии и показывает какие-то перспективы, создает мысли, формы и так далее. И получается, что исходя из вот этого фактора создания материи, сама материя, она распределяется в состояние и отсутствие, и присутствие одновременно. Вот это важный аспект управления, что в данном уровне больше существует состояние личности знающей, некое знание, некий знающий дух, даже так можно в определенной степени выразиться, хотя здесь больше именно знающая личность. И вот когда мы начинаем эту знающую личность проецировать на себя, потому что это и есть ваша личность, то есть личность человека, то получается, что вот эта проекция, она формирует именно в том плане гармонию, что вот это знание, некое такое даже поле знания, так скажем, что соответствует вашей личности, где первичное состояние, вообще говоря, не определено изначально, оно нейтрально. И в зависимости от того, как вы смотрите на этот элемент, вы создаете образ себя, и одновременно получается себя же в информации из него. Вот Бог же это делает одновременно. У него нет, получается, стабилизированного, что ли, абсолютного состояния с точки зрения логики, потому что Он и смотрит на объекты, и создает в объекте реакцию самого себя. И получается, это состояние достаточно, в общем-то, правильно, по большому счету, потому что для человека, когда он работает в таком состоянии, потому что тогда для него любая внешняя информация, любое событие практически безвредно, по крайней мере, он может стоять на своем управлении и все, а событийная линия какая-то, если она отрицательная, она просто проходит мимо, потому что человек не проявлен
структуре, что ли, собственного знания в данном месте. То есть фактически это область как бы абсолютного знания, но в том числе это область, где нет конкретной формы знания. То есть вы, воспринимая эту область, вы знаете больше душой, да, своим внутренним состоянием. А в этой области вы работаете так же, как Бог делает. Он одновременно и создает и форму, и сознание, и знание, да, и восприятие. И вот если так вот логически вдуматься, надо угнаться, как бы, да, фактически на уровне логики, что ли, мышления, за разными системами этого процесса. И вот это состояние управления, оно несколько необычно, что область, она практически не определена. То есть вы изначально сделали управление, вы помните, вот, ну, по аналогии с тем, вы когда-либо делали управление, и вы помните, что управление, ну, например, совершалось так или иначе. И вот здесь работает как бы более ранняя память, что любая другая цель, она попадает под более ранний механизм. Ведь для Бога как вообще существует управление? Он должен сделать такое управление, когда следующий уровень, он практически уже существует. То есть он его как бы должен сделать заранее с точки зрения личности человека, например. И поэтому вот эта область наиболее как бы четко можно видеть, как в территориальном уровне управления проявлена система организации информации как бы извне, от внешней макросистемы. Тогда система наиболее гармонична. То есть управление пространством, там, какой-то территорией от личности, это и свет, идущий от личности, и одновременно свет, идущий от территории, который передает информацию о личности, фактически как бы аспектом даже световым личности. И уже диагностика идет за счет света даже, то есть еще не попадая на тканевую основу. И вот когда вы начинаете работать уже на светоуровне, то здесь, естественно, свет же имеет бесконечно быструю скорость. Любое, значит, диагностическое как бы свойство внешней системы, например, участок света, попавший на ваш луч света, он имеет в том числе нейтральные характеристики, потому что свет, сознание, например, он обладает свойством взаимодействовать с теми областями, которые нейтральны. То есть попавший свет на другой свет одновременно и несет информацию, одновременно информация отсутствует, потому что в другом месте может не быть этой информации. Свет имеет мгновенную скорость распространения, именно свет мышления в данном случае, а не просто оптический свет, который имеет конечную скорость. И когда мы начинаем работать, значит, ну, например, исключаем понятие физического света и работаем именно со светом мышления, то получается, что вот эту построить область некого абсолютного пространства управления, из которого создается текущее состояние, да, создается текущая реальность, в принципе, достаточно несложно. Более того, текущая реальность очень гармонична, потому что процессы сверхскоростные, и это находится как бы в структуре текущего действия. Тогда человек абсолютно защищен. Потому что мы же, ведь практики, мы должны все-таки обязательно добиваться именно таких состояний, когда таких управленческих систем, когда человек в любом случае живет вечно. Вот думает он, спит, он говорит он любые слова, просто любые. Значит, ну, при этом единственное, действия должны быть совершаемые, естественно, созидательно, да, физического плана. А вот структура мышления, потому что есть же аспект мышления, когда ну, долго управляет человек, он, естественно, понимает, что или изначально от состояния души, что ни в коем случае нельзя, например, там, что-либо делать несозидательное. Но, например, в процессе обучения там, определенные люди считают, что вот человек промыслил что-то не так. Причем часто на предмет анализа это мышление ничего такого проблемного из себя не представляет. Значит, просто человек там, ну, например, он там взял и допустил какую-то мысль, которую он сам считает проблемной, хотя она, в общем-то, не проблемная, она с точки зрения информации ничего не принесла никому отрицательного. И он думает, раз он допустил такую мысль, то управление замедляется. Или, например, оно неэффективно там, в нужное время. Но с точки зрения спасения человека такого допустить тоже нельзя. То есть мы, вообще говоря, должны передавать знания, когда человек, получив первичный уровень знания, уже спасен, защищен и спасает всех окружающих. Следовательно, из территориального уровня, когда идет управление пространством и как бы свет от пространства, это есть наиболее динамичная форма как бы стратегического планирования, что можно видеть прям регион, можно видеть конкретно
что происходит, и получать информацию, как бы платформу, вот некая платформа несущая там какие-то события, и из нормирования региональных систем получать собственную норму событий. То есть вот здесь очень глубокий внутренний смысл. Нормируя где-либо управление, вы получаете норму своих собственных событий. И получается, что вот эта вот ваша собственная норма, это фактически то, что вы, ну, в общем-то, практически делаете от себя, что ли, лично в область своего бесконечного будущего. Вот обратите внимание, здесь есть вот этот статус именно бесконечного будущего. И когда вы начинаете этот статус видеть, то есть вы начинаете видеть, что вам, например, ну, нужно в какой-то момент совершить какое-то действие, вы его совершаете. Вот это и есть, с точки зрения именно созидательного, конечно, действия, элемент бесконечного будущего, где вы можете как бы расшифровать, почему с точки зрения бесконечности вы совершаете какие-то конкретные действия. И посмотреть на собственную личность с точки зрения организации личности и мира одновременно. И вот когда вы на такую, ну, как бы скорость, что ли, фактическое управление выходите, то действительно, значит, какой-либо внешний уровень другой, кроме поставленной цели первичного, уже значения не имеет. Дальше уже все внешние системы информации, они как бы размываются с точки зрения того, что если они негативны, они не происходят вообще никак. О них, кстати, даже отсутствует информация как таковая. И поэтому, в принципе, вот это состояние, оно может быть несколько необычное, но в основном там в детстве люди так вот напрямую реагируют на какие-то события или в экстремальных условиях, или там специальные технологии, если отработать, что именно скорость сверхреакции, где состояние одновременно и создается, и одновременно часто содержит следующий импульс, как бы макроуправления, то есть какая-то ситуация решена, но вот представьте, там пилот, который начинает вести там в экстремальных условиях самолет, он должен принимать одно решение за другим. Получается, вот приняв одно как бы импульснообразное, значит, решение, ситуация меняется, он должен через секунду принять другое. Но первый-то импульс должен пройти, ну, выравнивается, да, пока полет, он должен принимать решение одно за другим. Что, кстати, предположим, там в лечении заболевания, вот эта технология очень тоже важная в том плане, что вы просто-навсего за счет управления выводите управление в ту область, где вся как бы внешняя реальность не достигает заболевания, то есть его там нет, отсутствует заболевание. То есть такая форма информации, что она не содержит информацию, ну, которая как бы вам не нужна. Или она, значит, такая, что вот вы там, ну, делаете управление словом, вот как бы внутренний, да, как бы уровень слова, слово, которое слышно только вам и которое понимаете только вы. То есть вот здесь вот есть как бы звук слова даже, да? Вот есть понятие звука слова, и по тому, что что-то говорится, например, человеком, ну и вдалеке иногда, можно понять по тембру или примерно на физическом уровне, да, что человек говорит. То же самое существует звук слова, который органически связан, например, с тканевой системой человека. И вот если мы рассмотрим звук слова, который, например, связан именно с тканью, то дальше мы видим, что действительно вот взаимодействие, например, слова и внешнего мира, это есть первая визуализация как бы статичного контура управления. То есть, чтобы получить статику, да, вот в управлении именно обязательного бесконечного развития, это, в общем-то, специальное действие. Потому что если мы говорим о вечном развитии как о системном уровне, а только так можно вообще реально говорить, значит, любые другие системы, ну, как бы мер, они все равно являются только лишь там временными и не соответствуют, например, да, именно основной цели, которая в любом случае реализуется, именно вечное развитие. Поэтому получается вот первичная статика в этом процессе, именно когда мы исключаем вот уровень управления как бы вне времени, вне слова, значит, вот этот уровень должен создаваться. И вот, например, вы создали этот уровень, то есть вы фактически создали пространство, да, на чем проявлено действие. Как только вы начинаете действие дальнейшее, например, проявлять в структуру там, бесконечного развития или в структуру собственного какого-то уровня следующего, то возникает следующий вопрос. Вот мы создали там ряд слов, поставили последовательность каких-то событий, мы знаем, что нам что-либо нужно, потому что мы это видим. Вот обратите внимание, мы можем перейти на такую технологию, что мы можем видеть и знать, но при этом мы можем не проговаривать и уже строить события под то, что мы видим просто душой.
То есть душа, воспринимающая события, а все внешние конструкции управления, там, слова, действия и так далее, это, вообще говоря, как бы следствие действия души, но не то, что там душа что-то конкретно делает в виде организации слова. Может она, конечно, делать и так, но в данном случае речь о том, что вы просто-навсего как бы разговариваете со своей собственной душой, которая на высокой очень скорости стремится в бесконечность. То есть бесконечное развитие. Душа имеет бесконечный фактор в личностном контексте. То есть вот как вообще для ткани ощутить тело человека, что есть бесконечность. Вот через состояние души такого типа можно ощутить. Просто появляется там в конкретном месте как бы ощущение тепла. И это тепло является бесконечным. То есть вот есть тепло обычное, а есть тепло там бесконечное. И это, кстати, чувствуется. Это можно видеть, как волна расходится там, по всей руке, например, только из одного там пальца. И видно, кстати, что действительно свойство вечности появляется у тела. В принципе, это, кстати, как механизм лечения можно использовать, если есть какие-то проблемы у человека. Но в данном случае, с точки зрения именно познания, вот именно соприкоснуться там с вечностью, как бы смодулировав, да, самостоятельно эту структуру и получить отсюда реальную структуру вечности, это уже цикл замкнулся. То есть вы своим собственным сознанием строите себя, причем в бесконечном развитии. Не просто там здоровье поправляете, например, а если вы здоровы, там получается, что здесь, управление событиями, понятно, но ведь фактор вечности – это то, что вечность определенным образом еще и постоянно ощущается, то есть при этом происходит определенный, стереотип реакции человека, когда он, имея там некую прогнозную фазу про себя, про других, он может вполне четко знать, что его там ждет в будущем, да, и он может в этой структуре вечности развиваться столько, сколько ему нужно. Значит, с точки зрения, например, одного направления, можно развиваться там бесконечно в другом направлении и так далее. То есть вот здесь вот уровень как бы слов внешних, это уровень собственного мышления как бы глубоко в душе. И вот когда мы ставим задачу, что слова никак не влияют на реальность, и в этом случае человек в любом случае этой реальности достигает, то возникает же еще и задача такая, что слова внешние, сказанные в отношении человека, тоже не влияет. Например, человеку нужно решить какую-то задачу, в химчистку отвезти вещи. Простая там, бытовая задача обобщенного типа. Такие вещи происходят часто и повсеместно. При этом в этой химчистке там что-то ломается, и кто-то проговаривает, что она закрывается. Тогда, получается, он не может как бы сдать эту вещь, но ведь как управленец он должен сделать так, чтобы если не терять времени, все-таки сдать вещь. Тогда он должен еще и контролировать, что внешняя система слов, казалось бы, таких непринципиальных, ничего ему не угрожает. Это фоновый уровень совершенно. Сдал он химчистку или не сдал, в конце концов, это не принципиально для мировой цивилизации. Но, тем не менее, если он управленец и хочет, предположим, все-таки использовать любой факт в этой жизни для того, чтобы понимать механизм связи и все-таки сделать, чтобы убедиться, даже вот ведь много моем учении, в основном-то все построено на убеждении личном человека, когда он действует и получает результат. И получается, что здесь вот мы должны уметь сделать так, чтобы даже в фоновых конструкциях, если ему нужно именно, например, для макроспасения, тогда он должен в этом убедиться, а если, предположим, он, по каким-то причинам хочет убедиться в эффективности действия человека, например, там происходит какое-то событие, и он хочет посмотреть, есть ли смысл на событие это влиять или нет. То есть в действии другого человека, а может быть как раз-таки нет смысла, потому что, существует как бы третий подсмысл. То есть вырабатывается некая лесенка решения. Вот если он находит у себя решение, что там для спасения мира он где-то убедится в другом месте, и химчистка ему не обязательно, нет проблем, он может это сделать. А если все-таки он считает, что лучше сделать управление, значит, он должен в любом случае сделать. Да? Как только он принимает человек решение, что ради спасения мира он должен это совершить, то вот как изменить ход событий, уже химчистка это сломано, уже слово сказано, проговорено. А теперь, если, предположим, поставить задачу так, что химчистка, какой-то механизм сломан в этой химчистке, но еще слово не сказано. Вот в чем здесь тогда разница? Тогда получается, что человек может воспринять события с точки зрения уже диагностической системы своей личной. События и
он сам, да? И тогда вот именно с точки зрения диагностики как раз таки нужно иметь такое пространство, которое работает в любом случае независимо от слова, независимо, например, от события. И получается, что исходя из этого вы имеете, в общем-то, такой достаточно объективизированный, что ли, уровень действия. Вот как можно действовать в событийности? Можно описать систему словами и работать на словесном уровне в отношении слова. А можно работать вообще без слов, то есть разделить. И когда вы начинаете разделять, возникает очень четкий диагностический механизм, который реализовывает уже внешнюю реальность. То есть получается, что реальность организовывается из вашего действия по отношению к слову и по отношению к этому же событию, но которое не описано словами. Вот здесь умение разделить слово от события, это есть вы лично, где вы, например, находитесь без слов, там, да? Без какой-то отрицательной информации или там, положительной даже информации. То есть вы просто являетесь источником реальности. И вот когда вы приходите к такому пониманию, то здесь та же самая химчистка, это очень простое тогда влияние может сделать на прошлое, там, обойдя вообще все слова. Вот все слова, соответствующие возможным дефектам вообще техники, это некая сфера, можно просто свернуть и поставить в сторону. То получается, что отсутствие предмета действия, отсутствие там, в коллективном сознании в данной области, да, в данную минуту такого уровня преобразовывает реальность. Как правило, это может выражаться там, в чем-то следующем, например, там, звонок откуда-то и дефект снимается и так далее. И как бы химчистка начинает работать. То есть дальше не нужно вам смотреть, что делать, как делать. Вы просто экранируете слово и минимизируете смысл, да, отрицательного слова. Или превращаете его как бы в структуру управления. То есть, хорошо сломанная там, вещь какая-то, сломанный механизм, там, разрушенная система. Вы можете войти во внутреннюю систему этого понятия и восстановить структуру. То есть, ведь когда мы рассматриваем некую проблему, там, у человека, если есть заболевание, которое в прогнозе в обычном приводит к каким-то проблемам, может быть, более значительным, то просто необходим, получается, вход в эту информацию и контроль внутреннего состояния этой системы. Ведь любой диагноз, любая неблагоприятная ситуация – это все-таки определенный уровень, в общем-то, некой внешней системы. Вот если с этой точки зрения рассмотреть, предположим, процесс уничтожения, деструкции, то здесь все-таки работают какие-то внешние системы, это обычная информация, некие системы управления. И когда мы начинаем видеть, как эти системы управления связаны, например, между собой, то получается, что работа внутри системы часто очень быстро реструктурирует вот эту негативную систему, и тогда получается, мы же не можем пользоваться их механизмом. Вот система деструкции построена на том, что там есть, например, какие-то слова, какие-то информативные уровни, и если мы работаем внутри системы, мы должны работать, как бы ничего не проговаривая, и даже, в общем-то, не воспринимая отрицательный статус, чтобы не затянуть как бы информацию в дополнительную ячейку, то есть, чтобы не было дополнительного русла распределения информации. То есть умение работать, как бы не прикасаясь к системе, но при этом влиять на систему. То же самое, есть по отношению именно к пространству действия. Вот нужно нам поднять какой-то уровень своего управления личного человека, но при этом он может сделать так, принести большую пользу какому-то региону, сделать, предположим, какую-то позитивную систему по макроспасению и уже как следственную систему изменения вот этой невидимой составляющей мира получить свои собственные события. Но он же при получении событийного ряда все-таки здесь не рассматривает конкретно, почему у него событие совершилось. Вот где тот вектор, который решил его событие в лучшую сторону. Вот здесь вот и есть работа Бога. Бог создал так реально, что она как бы перекрутилась в ту сторону или так, что у человека события стали те, которые ему нужны. При этом при всем есть же статус событий, которые, в общем-то, существуют, сами по себе, и человек особенно не задумывается, почему, например, какие-то события существуют сейчас, в автоматическом неком таком режиме воспринимает информацию или как-то реализовывает свои действия. Так вот, в принципе,
вот этот уровень, ну, как бы системных, основополагающих иногда уровней восприятия, это как раз и уровень, где Бог и человек постоянно плотно общаются. Причем и в телепатии, и на там, физическом уровне, и путем молитв, действий, там, содействия. Вот этот уровень некой естественности, это как раз-таки очень интенсивный уровень общения. Потому что с точки зрения человека, естественно, когда он понимает. И вот это то, что люди считают, предположим, наиболее спокойным состоянием, где вроде бы он не натружен как-то человек, он может спокойно находиться в состоянии покоя. Вот чуть-чуть дальше эту границу перейдите, а чтобы перейти, надо перейти уровень нейтральной системы, о которой сейчас сказал, где нет возможности сместить действие. Ну, как бы нет информации, так скажем, да? Поля, нет пространственной среды, которая, в общем-то, соответствует некому оптическому полю. Выглядит это, как некая такая пустая область, и когда вы начинаете ее переходить, получается, что вот, в принципе вся внешняя информация, она достаточно интенсивно, образовывается в системе практически как бы сверхудаленного управления. То есть вы видите по существу, по оптике, очень отдаленные системы связи, и причем те, которые попадают на ваш уровень восприятия, на ваш уровень действия. Вот, например, там есть одна волна вашего восприятия, есть там следующая, которая уже захватывает то, что было, например, ранее вне зоны восприятия. И получается, что вы видите, как организовывается и система вашего восприятия тоже. То есть можно видеть, что система восприятия, это есть знание. Фактически что происходит? Знаете самого себя. Вот если вы знаете себя, то когда человек себя знает, ему не обязательно, например, долго продумывать, опять же, про себя, в очередной раз, что делать дальше. Человек себя знает, и он находится в состоянии покоя. То есть, получается, чем человек себя больше знает, тем больше вот эта область некого безопасного уровня, такого типа, что там не нужно прилагать какие-то дополнительные условия для того, чтобы что-то совершить. То есть, так же, как у Бога, состояние человека – это есть и человек, и его действия. И если мы еще, например, в отличие от Бога, Бог создал всю реальность, но если мы путем управления еще добавим создание реальности, то практически мы очень четко стыкуемся с действием Бога в плане вечного развития, и получается, что вот это своеобразное состояние некого, так скажем, динамического покоя, где в элементе управления есть некая такая пустая, не информативная в оптическом выражении область, вот это вот все действие, это есть именно полная реальная защищенность человека от любых внешних воздействий, от любых внешних изменений информации, и он находится постоянно на сверхскоростном уровне восприятия, когда информация с высокой скоростью, она не дифференцирует, ведь здесь есть еще такая система, что достаточно что-то одно спокойно воспринимать, смотреть кино, читать газету, что-то делать в управлении, а одновременно находиться в состоянии, когда скорости очень высокие. И вот когда скорости очень высокие, то это тоже как будто бы информация не дифференцируется. Потому что когда высокая скорость, сегмент информации идет на высокой скорости, его надо же еще остановить, расшифровать. И если это не делать, то опять же ощущение, как будто бы информация как таковой не выражена, по крайней мере, в явном виде. То есть ее нет в этом месте, хотя здесь наоборот сверхскоростные процессы. И получается, мы можем получить еще один комплекс управления, что из уровня отсутствия информации получить скорость, причем сверхвысокую скорость. И вот когда мы, например, эту скорость начинаем переводить уже в события, то здесь очень плотно опять граничит следующий уровень. Отсутствие информации – это есть реализованная, рядом буквально на стыке стоит реализованная среда. То есть некий антипод. Вот есть некое вещество, есть, предположим, та часть, которая соответствует именно другой структуре. Есть материальная вещь, а есть место, где вещь отсутствует. Но если мы то место, где она отсутствует, но которое точно соответствует существующей вещи, в мире информации, познаем, мы можем влиять на эту вещь, которая существует в физическом мире. И вот когда мы таким образом начинаем влиять на ситуацию, то здесь получается, что именно
вот, ну, предметное, скажем, управление веществом, там, территорией, можно управлять целой территорией, так вот, например, причем конкретно там, проработать экологическую обстановку, прийти, там, замерить до, после, это будет причем реализовываться, можно будет даже видеть, как идет очистка, в общем-то, больших областей. Это очень простая работа в плане вот именно медитации. И в качестве практики можно действительно такую вещь делать чаще, но с точки зрения, например, там, работы, ну, используя для контроля какие-то приборы, которые замеряют там, то ли нитраты, или там, радиацию, и стараться вот эту практику в региональном управлении использовать для того, чтобы вы проработали регион, там, почву, водоем или просто какое-то событие кому-то помогли. Посмотрите все-таки, как вы получаете всю внешнюю реальность для себя. И когда вы начинаете этот вопрос задавать, то сама вот эта вот постановка вопроса саму реальность и рождать начинает. То есть, чтобы перед человеком был мир, он должен был сначала сформулировать, что дальше, да? Вопрос какой-то. И вот когда он этот вопрос начинает задавать, Бог начинает ему интенсивно помогать, и вот здесь человек вкладывает основное управление. Вот эта область, которая, ну, как бы, значит, такой необъявленной информации, где я сказал, либо это отсутствие, либо это некое пустое поле, или это сверхскоростные моменты могут быть, но единственное, здесь все-таки существует внутренняя разница во всех этих системах, что когда сверхскоростные процессы, они ближе к человеку. Максимальная скорость информации сам человек. И когда он, ну, так же, как Бог, начинает, например, увеличивать управление, то фактически он, опять же, приходит к себе. Чем он больше работает во внешнем мире, тем он больше понимает себя. И вот этот вот уровень, ну, как бы, некого абсолютного знания, некий полис такой, существующий в пространстве, это есть его уровень собственного покоя, собственного действия по, как бы, уверенному, да, плану развития. И дальше уже он видит, что Бог, который действует, ну, пусть даже на отдалении, если там информативном, он всегда в нужное время даст там точную, правильную информацию. Человек и с этой точки зрения спокоен, потому что кроме управления как такового и абсолютного, скажем так, контроля в идеале, для человека нужно еще и точно знать, что Бог поможет ему в любом случае. Но надо определиться с позициями, Бог всегда помогает, в любом случае максимально человеку. Поэтому здесь в данном случае речь идет о том, что он должен знать, что он воспользуется именно той помощью, которая там от Бога адресно когда-то пришла. Может быть, в более раннее время. Например, там была какая-то информация, человек ее не учел, потом начинается проблема, надо просто вернуться, учесть. То есть отработать какой-то механизм еще и взаимодействия с Богом. То есть вернувшись там мысленно, да, или управлением в информации назад, можно получить вполне тот уровень, что, значит, вот эта вот Божья помощь, она реализовывается, потому что вы наконец обратили внимание. И когда вы обратили внимание, у вас идет реализация. Вот дальше уже, когда вы, значит, работаете в структуре управления, где и Бог работает, и вы с точки зрения Бога можете делать управление такое же, то здесь вот как раз получается та максимальная концентрация, которая попадает именно в структуру физической реальности. Вот вы первый раз сталкиваетесь, например, да, со своим физическим телом, которое, значит, работает, ну, также и во внешней и внутренней среде. И получается, что здесь возникает вопрос как бы внутреннего состояния физического тела. То есть, если, например, не иметь там таких знаний, там, как атлас морфологии, что вот неизвестно, например, считать, что человек родился, там, прожил где-то в определенной области, где нет таких знаний, и он решил, ну, подумать и посмотреть внутрь себя и как бы постарался понять, как он устроен, например, да, что внутри находится. Тогда получается, что здесь вот именно проекция сверхскоростных процессов мира на его внутренний уровень, он успевает ухватывать, ну, как бы мыслеформу, значит, идущий свет внутрь, и тогда он видит именно органы в первом уровне, кстати, именно в своем вечном состоянии, именно свет вечности, который идет извне, такого, ну, синего уровня, синеватый цвет, значит, он попадает как бы внутрь организма, и он начинает, в принципе, делать выводы, исходя из того, что он физически наблюдает, да, человек вот, в явлениях природы. И получается, вот конфигурация явлений в этот момент формирует орган у него. И если человек, ну, имеет выход в коллективное сознание, он
как бы более интенсивно, он видит, как формируется орган, там какая-то клетка. И здесь получается, что вот существует очень простой тогда путь для формирования самого себя, только лишь воспринимая систему внешней среды, включая, кстати, формирование своих собственных событий. Даже отдаленный объект физической реальности может помочь в формировании нужного события. И вот таким образом, связывая в этой нейтральной области разные явления, вообще даже не связанные в одно место, ну, как бы набрасывая большое количество там событий, ну, как вот мозаика строится, вы можете получить, в общем-то, колоссально быстрое управление, которое позволяет вам в любом случае совершить управление. Вот сейчас сделайте такое управление без слов. То есть слова любые в отношении событий не имеют значения. Вы просто выходите на управление и таким образом как бы складываете душой, духом, сознанием, но без слов. Я поработаю с вами, и в этом управлении старайтесь держать динамику саму на высокую скорость. То есть скорость чувствуете и не понижаете. События ваши должны реализовываться в этом случае, если вы хотите, быстро. Так что поработайте, я вместе с вами поработаю. И когда вы делаете здесь управление, старайтесь цель держать одновременно и четко, одновременно как бы внутренним знанием. То есть системы создания цели, ваша личность. Это очень важно, потому что вы, так же как делает Бог, вы в этот момент создаете цель. И когда вы начинаете видеть, что вы не просто ее когда-то поставили, а потом выполняете, а вы ее постоянно, получается, где-то создаете, подпитываете как бы, то вот именно не какие-то негативные системы, которые мешают выполнению там созидательной цели, вы вполне можете их вывести из уровня управления в нецелевого, то есть исключить понятие. Например, у меня там в президентской программе закон о запрете смерти, значит, смерть должна быть запрещена в любом случае, независимо от того, что будет говориться вообще про это явление. При любой конфигурации слов о смерти не должно существовать. Значит, я должен, естественно, каждый из управленцев, кто занимается этой задачей, а вообще это обычная задача, на самом деле, для любого человека. В будущем все равно все будут иметь вечную жизнь. Поэтому получается, что это будущее уже наступает сейчас просто для многих сейчас. Поэтому получается, что если мы имеем структуру управления, которую необходимо реализовать в любом случае, во-первых, ради там спасения цивилизации, тогда, если человек живет вечно, ясно, что ни одна технология уже, значит, не может, да, сместить как бы развитие цивилизации в целом и так далее. То есть здесь есть много идеологических задач, каких-то целевых задач. И получается, что когда вы вот эти процессы видите, вы, конечно, уже на моральном каком-то уровне понимаете и как начинаете более интенсивно работать, что ничего не должно сместить этого понятия. Например, там, понятие отсутствия смерти. То есть, и когда вы это понятие выводите уже в бесконечную среду, то стыковка, вот любая конфигурация слов вокруг понятия смерть приводит к тому, что смерть отсутствует. И тогда мы уже уверены, что действительно она отсутствует, например, там, на 100% в условиях там, бесконечного развития. Потому что здесь же есть какой еще статус? Да, вот человек бесконечно развивается. Вот он там блокирует, запрещает и так далее, но ведь проходит какое-то там время, пусть там миллиарды лет. Но можно ли все вывести за счет запретов? Естественно, что в условиях полной свободы слова и действия нужно найти как бы третий, другой механизм, который позволит в условиях бесконечного развития при любом понятийном аппарате, что бы ни возникало, как бы ни говорилось об этом понятии, этого понятия не должно существовать, такого понятия, как смерть. И поэтому стыковка любого слова с этим словом, значит, да, никак не может проявляться на том, что это явление происходит. Такая вот, в общем-то, основная задача у всех людей в цивилизации, в условиях особенно техногенизации, вот этой активной, которая сейчас происходит в обществе. И когда мы, значит, начинаем таким образом ставить параметры управления, дальше вот эта задача именно там вечного развития, вечной жизни, она стоит, в общем-то, по уровню управления так же, чтобы именно вот с точки зрения достижения событийного какого-то уровня, ведь в данном случае мы говорим, что мы достигаем именно состоянием там, вечной жизни,
гарантируя причем себе, что это не какое-то там состояние на какие-то, пусть даже длительные там периоды, да, значит, пусть даже это будут миллиарды лет, но это ни о чем не говорит, если человек дальше, через миллиарды лет, например, знает, что он точно еще дальше живет независимо от развития там ситуации, то вот это, в принципе, и есть точное там, да, состояние именно вечной жизни. Вечная, она имеется в виду действительно вечная, то есть там нет прекращения никакого. И тогда получается, что любой элемент внешней реальности, любой элемент, он должен быть направлен на это понятие, на реализацию этой системы. Потому что тогда достаточно понятно, что проходит там очень пусть много времени, но вся внешняя реальность, как бы она, получается, выведена в конфигурацию некую, как бы такого поля, когда вот этот уровень, что ли, внешней реакции, внешнего поля, значит, он такой, что вы уже управляете внешним миром очень динамично. То есть там получается, что любой сигнал, который идет к вам, значит, он практически попадает в уровень, как бы такого действия, что вы уже точно знаете, что сигнал благоприятен изначально, потому что вы можете, во-первых, на него влиять, во-вторых, вы можете просто видеть, что у вас и так все нормально, то есть это контроль и от вас, и контроль к вам. И вот этот уровень действия, он даже выглядит даже не как пространство. Вот, например, слово «конфигурация» здесь подразумевает, что якобы нам должно быть пространство. В данном случае здесь даже пространства нет, это как бы образно выбранное слово. А на самом деле там речь идет просто о сигнальном уровне, который существует в момент реакции. То есть в момент, когда вы на это смотрите. Вот как Бог делает? Смотрит, в этот момент явление есть. Для человека это явление навсегда уже существует, для Бога оно тоже навсегда существует в этом действии. Но для него как бы нет вот понятия разового и бесконечного действия. Для него все едино. И получается, вот когда мы начинаем уровень вот этот осмысливать, вот этот уровень как бы некого поля, что ли, управления, где мы имеем практически задачи, что собственного статуса, задачи там, других людей, здесь возникает уже как раз-таки третий смысл. Там, где вообще нет никакой информации, это же тоже чья-то задача. То есть это тоже какое-то управление. И получается, что если мы решаем какую-то задачу, вот эта область, которая как бы, практически может вывести какой-то уровень, с какой стороны это еще надо посмотреть. Вот здесь вот становится понятно, почему Бог создал именно проявленную физическую материю в виде там материков, некой плотной материи, потому что фиксированная система, создание системы развития непосредственно на Земле, например, и умение человека в этих условиях находиться, это как раз-таки вот эта область, которая, как бы неожиданна, то есть, которая никак не проявлена, эта область здесь меньше всего проявлена, да, в плане управления. Для человека Бог так сделал, что это вот именно восприятие макроуровня всего пространства. То есть мог же Бог взять и сделать там сферу там, на расстоянии 3 километров от Земли. И все. Сверху сфера, все понятно, что там происходит. А так как он сделал, так скажем, как личность, вот, он же может все делать, поэтому как личность, когда он построил именно элемент неожиданности в виде бесконечного статуса, это как раз-таки и компенсировало прежнее, первичное как бы состояние, да, когда неизвестная величина была в динамике проявлена, то есть не было жестких систем. И получается, вот именно восприятие бесконечной величины – это примерно то же самое, что динамичное состояние вот неизвестной величины. Что там ждать от бесконечного пространства, это может только видеть, если человек ясновидящий, там, ясно воспринимающий, да, реальность. А так, в принципе, или развить эту систему и просто знать, и тогда нет проблем. Но если человек пока развивает эту систему, потом все люди практики в большей степени, они рассматривают именно практическую сторону жизни в основном. Поэтому получается, что даже если он смотрит, и у другого человека возникает мысль, что он этого не умеет, например, делать,
а один там знает, что впереди все в порядке, но если даже один не знает, все равно возникает уже третий смысл. Вот почему все должны знать знание вечного развития, вечной жизни, потому что могут все люди жить вечно и все знать, как это делать. Если один хотя бы не знает, все равно устойчивой системы нет. В принципе, вообще никакой. Мы находимся, в общем-то, почти тогда на начальном уровне. Потому что достаточно того, что хотя бы один человек не знает, и все. И возникает уже задача, которая, в принципе, то же самое, значит, научить этого человека фактически, значит, самостоятельно изучать эту систему вечного развития, с помощью других людей, и чтобы он находился в этом же состоянии. Вот Бог, например, он вечен, если так механизм, да, рассмотреть вечность Бога, он же еще и потому, что он там просто одна личность, и ему в этом плане проще, изначально создавший мир, он ни от кого не зависит, и он спокойно находится в состоянии, да, вечности, он вечен, все. Для людей это социальный уровень. И, значит, здесь как раз-таки имеют значение все люди. Поэтому здесь состояние вечности – это когда все люди вечны. Поэтому здесь вот передача знаний через структуру некого абсолютного, да, там, неизвестного пространства, это все-таки тоже специальный уровень управления. Например, там не каждый человек хочет, например, там, изучать 10 лет подряд, так условно говоря, какую-то систему ради достижения вечного развития. Может быть, он хочет сейчас вот конкретно что-то получить, а что-то не изучать. Например, точка зрения любого человека вполне понятна, и он может вообще отказаться изучать что-либо. Значит, имеет право, делать, да, все, что захочет с точки зрения Бога, создавшего именно полную свободу действий. И вот в этих условиях надо еще вот этого одного или там многих суметь направить на естественный путь, когда выбор их будет не потому, что мы их там как-то интенсивно направляем в эту сторону, или мы просто долго объясняем, и они, например, делают, да, следующих, кто изучает именно технологии вечного развития, а просто потому, что это есть его состояние, он к этому состоянию придет. Как вот развивается там какой-то процесс в мире, который в любом случае будет таким. И вот когда мы начинаем рассматривать уже вот этот аспект реальности, где именно действие на человека, когда такой вот расширенной, что ли, среды, когда он в любом случае будет вечным, то есть он начинает в это состояние переходить, проще говоря, на информацию. И когда мы начинаем вот это уже состояние видеть, то здесь опять принципиальным значением, в общем, пользуется тот фактор, что здесь нужно, в общем-то, рассматривать опять такой уровень, когда ни слово, там, ни действие, никакое другое состояние не имеет значения. Потому что переход вот сам по себе – это опять нейтральный уровень. То есть смена качества управления, да, некие промежуточные системы, и когда их очень много, может человек проследить одно действие оптического луча, там, направленное куда-то бесконечно, или на конкретную звезду, или на другого человека. Но при этом это одно действие, а в этот момент происходит там миллиарды всяких дополнительных действий, которые, в общем-то, воспринимаются как миллиарды, но происходят же еще и действия какие-то сверхвысокие, сверхбольшие, где, вообще говоря, происходит, в общем-то, процесс такой, что мы всегда понимаем, что существует бесконечное количество еще других явлений. И вот когда мы начинаем видеть вот эту сторону, и мы хотим управлять этой системой, мы обязаны просто управлять, мы должны знать, что там происходит в этой бесконечной форме, то вот как раз-таки проекция на текущую реальность в системном виде, например, там пространство, поля, территории, дороги и так далее, это есть уровень как раз-таки, блокирующий, что ли, именно бесконечное количество действий. То есть физическая реальность – это есть уровень фактически регулирования бесконечной среды, получается, в этом случае. И в этом механизме регулирования существует как раз-таки определенные совершенно конкретные связи. И вот если рассмотреть вещество материально проявленное на физическом уровне и внешнее пространство, то с точки зрения физики очень просто можно, кстати, найти, каким образом конкретное положение вещества, конкретно даже молекулы, связано со всем внешним пространством. То есть где вот этот механизм регулирования
И, кстати, можно и влиять на внешнее пространство, например, за счет работы с почвой можно очищать там экологическую среду там, в воздухе и так далее. И для этого просто надо рассматривать вот эти вот именно жесткие рычаги света, то есть именно тот принцип мира, что любая материальная система – это есть уровень управления, ну, в общем-то, тоже определенной формой материи, но которая для сознания воспринимается как бесконечная среда. Например, там вакуум. То есть простой вопрос, да, как управлять вакуумом? Например, нам нужно там какое-то количество вакуума. Ну, сказать, предложить вам 2 грамма вакуума, это не очень понятно. Вакуум, он же вес не имеет. То есть как вот выразить количественно, да, например? Ну, мы считаем, что вот есть некий объем. Мы берем и, значит, примерно какую-то форму, там, типа колбы, и говорим, что вот да, вакуум, например, здесь. Мы отсосали воздух, и там находится вакуум. Значит, материальная структура определяет следующее понятие, как бы, ну, той системы, которая соответствует как бы уровню, где вещества считается нет или оно минимизировано. Так вот, чтобы из вещества управлять всем вакуумом, там, например, нам не нравится, что так много вакуума, вдруг он где-нибудь там просочится в большом количестве ненужным. И, значит, получается, что у нас стоит задача управления макросредой. Кстати, в случае озоновых дыр, при их увеличении, вакуумная среда начинает действительно подтягиваться в структуру атмосферы Земли. И если их там очень много, там сложные процессы нарастают. Управление очень большой средой, там, которая называется вакуумом, на самом деле это принципиальная задача для человека. И если с точки зрения клетки рассматривать, да, человека, жизнь человека, то клетка постоянно работает, по сути, вот, чтобы ей, там, скажем, жить в организме, она постоянно управляет большим количеством вещества. Потому что если мы рассмотрим клетку как структуру единичную, или там даже ядро, значит, в молекуле, то, ну, которое находится там, в веществе человека, то получается управление все равно есть. Нам, в принципе, механизм этот знаком. Давайте вот просто можно прислушаться к клетке и понять, как клетка заботится одна о каждом элементе организма. И возникает элемент такой, как бы очень большой массив, концентрируется свет на одной клетке, и эту же клетку он создает, этот массив, по сути. Но действительно все же связано, и поэтому клетка функционирует в общей системе. А в оптике это очень прозрачно видно. Большая концентрация, значит, создает клетку, значит, из вакуума, получается, тоже можно создать материю. То есть большая концентрация вакуума по каким-то... Причем это, ну, кстати, формально расписывается достаточно просто, вот именно там в математике, предположим, как система просто гармонических выявленных функций, которые там имеют определенное свойство бесконечности. И получается, что если, например, мы имеем структуру развития именно проявленную в виде, ну, такого, что ли, уровня познания, что из, ну, как бы неопределенной, да, или четко выявленной среды мы можем получить какое-то конкретное действие, то из этого действия мы можем получить саму же и среду. Получается. Ведь, ну, для управления что получить? Цель, что получить то, что организовывало цель, проследив механизм взаимодействия, это одно и то же. Вот светит в одну и ту же точку свет, да, некие источники света, там дифракционные решетки можно поставить и наблюдать. Вот идет свет. Получили мы некое вещество. Давайте посмотрим наоборот туда. Просто спокойно, наоборот, посмотрим в другую сторону, и тогда мы можем видеть, что из этого вещества получается внешнее пространство. Значит, и тогда вот мы приходим как раз к основной сути этого вопроса. А что стоит за внешним пространством? Что за ним? Вот мы изучили, да, некая так называемая пустота. Дальше мы видим вещество. Ну, это я, кстати, не совсем это физическая модель, я просто так достаточно, ну, что ли, просто стараюсь образно объяснить, что на логике можно построить любую модельную систему управления, просто даже логически рассуждая. И когда мы смотрим уже дальше за эту систему, вот здесь уже начинается очень интересный, вообще говоря, аспект мироздания, что здесь уже начинается социум. Потому что пока мы смотрим внутри как бы своей моносистемы, нам все понятно. Пространство, которое как бы не содержит информации, рождает пространство, которое содержит, наоборот, тоже понятно. А если дальше, то вот уже начинается мнение других людей. И здесь опять имеет значение только мнение человека.
Бога понятно, но в данном случае именно в чем вот разница человека, да, там как раз-таки мир другого человека, который делает, в принципе, то же самое. И вот когда мы начинаем уже из этих позиций видеть, как вообще тогда строится мир, там вакуум этот, с точки зрения коллективного уже сознания, да, человека, то, вообще говоря, в этой системе можно излечивать практически мгновенно достаточно сложные, или там считаются, которые неизлечимые заболевания. Главное, чтобы сам человек был ориентирован, значит, на то, чтобы это происходило быстро. Ведь в быстроте там лечения или там действия имеет значение всегда мнение этого человека. Потому что он имеет такие же равные позиции, он сам реагирует так же, смотрит на те же системы вакуума там, или какого-то отсутствующего информативного уровня, где нет информации или нет пространства, некой нуль пространства, например, да, переводит какие-то системы. Каждый человек имеет, вообще говоря, один и тот же инструмент действия. Вот Бог же один, и получается, что Бог дает фактически то управление, которое исходит только из Него. Любое действие, оно имеет только одну жесткую матрицу. То есть любое действие в управлении, оно фактически имеет как бы по большому счету какой-то единичный жесткий схематичный уровень. И любой человек, в принципе, действует однотипно на том уровне. Получается, что научиться действовать, если умеет один, вообще говоря, элементарно. Это все равно, что там освоить какую-то одну машину, и любой человек, конечно, может ее освоить. Просто время или желание хотя бы, да? Значит, и для этого получается, что если мы имеем вот такой ракурс, что ли, взаимодействия с человеком, то мы видим, что взаимодействие с человеком, так же, как вот мы когда начинаем взаимодействовать с Богом, Бог, создатель человека, он, получается, значит, чаще, проще, да, выходит на контакт, в плане управления, там, помощь показывает, а человек уже как, в общем-то, следственный уровень управления Бога, он, значит, чтобы получить знания, должен на естественном уровне развития вот этой системы, что ли, уникальности или, значит, единственности вот этого пространства, да, уникального управления, он должен как бы понимать, что кроме того, что это единственное пространство, например, там вечная жизнь, в любом случае это единственное возможное решение в условиях цивилизации, бесконечного развития. И при этом он это должен еще сделать самостоятельно. То есть он должен сделать собственный выбор. В противном случае он тогда не является свободным. И вот когда, значит, зная там все это, вот где он тогда должен сделать свой выбор? Вот в какой точке, вообще говоря, пространства? Самый, как бы, лояльный, что ли, или простой вариант, если он это делает там, где информация как бы отсутствует. То есть он делает изначально в той области, в которой никаких мнений, никакой информации, вообще ничего нет. И вот тогда он действительно принимает решение самостоятельно, то есть он имеет уже свою следственную систему. Вот он принял решение, то есть решение, оно как бы начинает созревать, как вот из вакуума там свет, да, вещество. И все. И он приходит в какую-то точку управления уже с решением. И вот если мы здесь по решению обратно, значит, начинаем уже анализировать на уровне личности, как вообще это решение созрело. Смотрим тогда, значит, какие-то связи его с другими людьми, там, контакт с Богом, задачи цивилизации. Тогда мы можем, конечно, видеть, почему он так решил. Но если человек все время решает только потому, что есть некие связи, тогда, получается, у него есть отличие от Бога. Бог делает то, что захочет. А вот в этом как раз-таки уровне у человека должно быть минимальное количество, скажем, отличий. Он должен решать часто независимо от того, какая ситуация складывается вокруг. Значит, на уровне информации. Вот, например, там спасти надо АЭС, да? Много решений, много мнений, но существует одно верное, которое часто вообще не связано вообще ни с чем и ни с кем. Получается, он должен фактически создавать информацию, как бы практически заново, или он должен даже не то, что ее создавать часто, а воспринимать так, что решение, безусловно, существует именно в его отдаленном действии. Причем оно такое позитивное, четкое, и он обязательно это совершит и решит. Но это уже прямое видение фактически как бы самого себя. И вот здесь вот нужно развивать систему прямого видения. То есть сердце, направленное в будущее, сердце думающее, да, сердце
действующий, то есть внутренняя система, внутренний орган, который работает по уровню личности. Как только вы начинаете личностный аспект органа выявлять, это, кстати, в общем-то, такое несколько специфическое действие, потому что личность это все в едином уровне как бы системы, да, клетки, но когда вы начинаете видеть как бы личностный план сердца, вы видите сердце на независимом уровне, ну, как таковое, да, свое собственное сердце. Кстати, вот можно четко форму органа, да, как система управляющей диагностики, очень полезная технология. Значит, выявляет личностный аспект как бы внутреннего развития, где, например, там, чтобы, если нужно иметь, ну, например, там, первозданное сердце, как вот вообще человек, созданный Богом, имел, да, изначально, значит, вы можете именно с точки зрения личности или тех свойств, которые соответствуют личности человека. А вообще вот с точки зрения восприятия как интеллектуальной системы, там, ну, так скажем, системы действия личности в плане там, свободы действия. То есть стараться относить управление так, как вы, например, взаимодействуете с другим человеком или с собой. И вот когда вы начинаете из внутренних, да, как бы систем, там, например, от сердца, переходить к такому же познанию к любой другой системе, ну, не в плане там, как некая просто личность, ну, там есть внешняя среда, например, да, какая-то, и получается, что мы, естественно, не можем там внешнюю среду назвать личностью, да, если это просто природная среда какая-то. Значит, но мы можем войти в однотипный уровень как бы реакции, то есть мы можем войти в то, ну, как бы состояние, ну, назовем там глубоким состоянием управления, что ли, в плане осознания там собственной личности в действии. То есть надо очень сконцентрироваться, чтобы понять, что там человек делает, как он работает, некое волевое усилие. Тогда вот фаза вашей личности переходит в пространство. Внешнее пространство начинает обладать свойствами личности, как в ближнем поле управления. И тогда вот именно раздела между вашей личностью и внешним пространством как бы нет. То есть внешнее пространство начинает приобретать свойства вашей личности. Это в условиях, это некий там природный именно даже уровень, просто там обычная природная среда, там, где в поле вашего зрения нет на физическом уровне человека. Как только появляется человек, это, естественно, другая система, это уровень равности в условиях уже коллективного управления. И вот здесь вот социальный статус, совместное действие, есть уровень интеграции этого действия там, где есть там, природная естественная среда. Например, там, зачем в этом плане опять вот такой простой вопрос, если его в данном контексте данной лекции сегодня, значит, рассмотреть, что, значит, интегрирует вообще людей в плане вот естественных систем. Зачем вообще так построен именно мир, то здесь получается, что именно вот эта вот внешняя система, это интеграция именно свободы проявления людей. Вот люди могут смотреть на один и тот же ландшафт, ну, несколько человек, а другой может не смотреть. Свобода выбора. Свобода выбора должна быть как-то проявлена, в том числе физическим действием. И вот эти, казалось бы, малозначительные, да, факторы, на самом деле, это и есть тоже достаточно специальное действие Бога. Бог создал так, чтобы человек всегда понимал, что он свободен, например, там, во взгляде. Он имеет право думать, что он там захочет и так далее. И если мы вот эти процессы рассмотрим, как, в общем-то, реализация свободы человека, то есть внешнее пространство – это принцип, который объективно, действительно четко фиксирует следующее право человека, что он может смотреть или в одну сторону, или в другую. И исходя из этого, тогда человек уверен, да, он свободен, по крайней мере, он может смотреть, куда хочет. Значит, и получается, что исходя как бы из этого, ну, накапливаемого некого опыта, он, значит, может получать уже сопоставимое управление, то есть некая система следующего действия, которая базируется опять на пространственной системе управления. И вот если мы через такой уровень, да, свободы действия человека перейдем уже к анализу социальной системы в каком-то месте, то мы как раз таки можем точно понять, что вообще происходит в регионе, в местности, там, хоть на глубине любой там, океана, если мы рассматриваем именно принцип естественной, свободной,
значит, деятельности человека, или отдельного, или там всех людей. И вот когда мы идем по элементам свободы, мы видим, как делает сам Бог. То есть, правда, здесь надо рассматривать именно созидательный аспект. Здесь надо уметь отделять созидание от того, что человек может делать несозидательное, реструктивное, например, в плане негативного уровня. Да? И когда мы начинаем с отделением, то вот как раз-таки вот это вот пространство, которое, ну, как бы пустое, где вот нет информативной среды, здесь получается, что мы имеем уровень того, что эту среду иногда нужно даже создать, чтобы проследить, где вот это вот реальное, с точки зрения Бога, тоже, ну, как бы одобренная, значит, да, так скажем, свобода человека. И вот когда мы истинную свободу действий видим не в плане, конечно, просто там перемещений, а истинной реальной свободы его действия, мышления, духа, то получается, что мы видим уже ту составляющую, что человек вечно живущий, как, например, там вид, да, биологический, так скажем, значит, он начинает, ну, некий там такой следующий ореол, так скажем, обитания завоевывать в том плане, что для него внешнее пространство не является ограничением для вечного развития. То есть просто мы берем и сопоставляем там различные виды живых уровней, ну, тех, кто воспринимается живыми, там, животные, растения, и мы считаем, что человек, как видовый уровень, который взаимодействует с внешней природой, просто-навсего освоил по тем же технологиям, что и, например, там, происходит просто в природе. Тогда мы можем передать механизм там, животным, там, растениям и так далее. То есть фактически мы, если адаптируемся и принимаем ту форму, которая, ну, как бы в природе существует, мы передаем им знания, да? Но не путем там, трансформации, естественно, каких-то материальных систем. Человек, он есть человек, тело его не меняется, а вот именно за счет уже мышления. То есть передать от одного человека к другому можно только через форму человека, а вот человек может передать за счет структуры мышления. И здесь уже принципиальным моментом является то, как вот он должен промыслить на уровне взаимодействия его мышления, вот когда он смотрит там, совершенно свободно на внешнюю реальность или же совершает какое-то действие, то здесь получается, что именно вот узловой такой момент, что мысль его должна содержать элементы вечного развития других объектов реальности. Там, живых систем, которые, ну, воспринимаются как живые, да, или там называется в ортодоксальном уровне в большей степени животные, растения и так далее, но в том числе и любые там молекулярные системы. И вот когда он своей собственной жизнью, да, своим собственным мышлением человека вечного, так скажем, начинает охватывать все явления реальности, то получается, что здесь как раз-таки вот этот всеобщий охват – это и есть полный контроль за реальностью. То есть вы как раз-таки попадаете в ту систему управления, где, в общем-то, вы имеете практически, ну, вот именно полный контроль, который нужен именно вам. И если, например, здесь делать управление такое, что делать, ну, например, управление, идущее от вас, например, да, в бесконечность, то в условиях, ну, как бы бесконечного действия вы видите, что именно конечный элемент является вашим управлением. То есть там получается, что если мы именно конечный элемент имеем как сужение пространства управления, то вы видите, что вот это именно самое такое бесконечное действие выявляется как элемент, ну, как бы окончания там звуковой формы, окончания действия. То есть чем больше вы уходите в бесконечность, тем вы проще как бы визуализируете эффект, ну, некого как бы конечного действия. И получается, что когда вы видите вот этот вот, ну, сопоставительный, да, что ли, уровень управления, что мы, имея там расширенные какие-то задачи управления, видим возле себя, предположим, какие-то конечные системы, то получается это достаточно хорошо. То есть мы можем какие-то
уровне, ну, там, варьировать, да, мы можем делать так, что если, предположим, мы, скажем так, какую-то бесконечную систему переводим в конечную, вот самостоятельно, то можно видеть, каким образом можно создать там какую-то звуковую форму, можно там, ну, с этой звуковой формой использовать уровень там тембра, звука, можно использовать, например, из внесловесной формы уровень реакции пространства. И получается, что здесь главное иметь все время как бы задачу управления, держать ее, да, то есть если вы эту задачу начинаете как бы, ну, не дифференцировать в какой-то момент, то получается, что вот отсюда и возникают, ну, какие-то вот явления по конечному уровню управления. То есть как вообще вот Бог, например, смотрит в бесконечность и получает практически, так скажем, ну, если не обязательно там какую-то конечную величину или там бесконечную, он получает конкретное действие. То есть если вы, например, отдаляете управление дальше, то может быть так, что свет, который идет из бесконечности к вам, ну, на человека вечного, да, на уровне там вида, на уровне, и в данном случае это просто как биологический термин, на самом деле личность, она не входит в понятие там вида или там подвида какого-то даже живого уровня в общей как бы классификации, да, то есть человек всегда независим от любого понятия. И получается, что когда вы начинаете сужать понятие, у вас сужается элемент реализации понятия с точки зрения слова. То есть как сделать так, чтобы слово стало неэффективным? Введите формулу, например, в общеизвестную как бы биологическую систему. И получается, что слово начинает сужаться, и действие слова преуменьшается. То есть буквально механически, там, например, можно изменить тембр. Вот как можно повлиять на тембр, если, или там, на свет? Можно сделать так, чтобы светоформа меняла как бы форму, и вы получали практически вместо непосредственно там, какого-то действия словом, получали действие светом. И вот в качестве практики посмотрите, как можно влиять за счет того, что вы смотрите на бесконечные события, влиять самостоятельно на собственную форму, ну, например, там, звуковую, световую, форму действия и так далее. То есть как бы работаете на очень большом отдалении от себя и получаете, например, уровень варьирования, там, предположим, словами, собственной речью можно варьировать, менять тембры, менять структуру там, произнесения, можно там, влиять на, предположим, там, как-то работать с голосовыми связками и так далее, работать именно бесконечным светом. И постарайтесь посмотреть, что, опять же, вот уровень, когда слово не имеет значения, то есть ведите внутреннее управление. Какое бы слово ни было, как бы оно ни произносилось, чтобы не совершалось, ведите внутреннее управление и совершайте действия за счет там, уровня духа. Я поработаю вместе с вами. Задача управления здесь еще такая, что независимо, опять же, от фактора там, реальности, текущей даже реальности, человек все равно должен находиться в устойчивой фазе именно вечного управления, опять же. Например, вот обратите внимание, если мы говорим о человеке как о биологическом виде, мы сужаем, да, область управления до каких-то понятий коллективного уровня, но личность, она не определена, она не стыкуется со словом. Личность всегда независима, вот, например, там слово «Бог», но Бог – это личность, и как бы там ни проговаривалось, Бог есть Бог, да, то есть здесь вот то же самое относится и к человеку. Как бы ни определялся человек, что бы там ни происходило вокруг него, как бы он не, значит, выделялся в плане там внешней среды, все равно каждая личность, она совершенно независима, она в принципе недоступна с точки зрения внешнего влияния реально. И вот когда вы начинаете свой собственный статус личности выводить на уровень такого понятия, то здесь еще существует личностный как бы контекст или некая убежденность, что действительно вы должны быть в безопасности, вас никто не должен там как бы ненужным образом как-то вот разворачивать не в ту событийную сторону, так скажем, ваше событие. И получается, что исходя из этого вы имеете, ну, достаточно простой пласт, так скажем, действия, где
вот именно личная убежденность, то есть видение, да, своей собственной личности на бесконечном удалении там, бесконечной информации, там, где есть действие Бога, и вы точно делаете синхронно, точно и правильно. Это есть также уровень той убежденности, когда в сложных там, каких-то событиях в вашей жизни вы четко понимаете, что вы можете преодолеть ситуацию, там, причем даже для каких-то макропроблем. И вот когда вы, например, видите, что структура управления такова, что вы достигли все-таки такого состояния, которое не зависит, например, все-таки там, от слов, от действий или там, даже от планов, и вы находитесь в системе вечного развития, по крайней мере, так что там сердце ваше, да, светит тем лучом, что есть луч вечности, то есть вы стыкуетесь с именно вечной информацией, именно той, которая создана, например, и вами в том числе, да, и которая существует уже обратная реакция, это объективно существующая вечность, объективно существующая информация. Тогда, в принципе, можно считать, что вы находитесь действительно в устойчивой позиции, причем той, что вам не обязательно там какие-то долгосрочные прогнозы смотреть, просто именно уровень устойчивой позиции, что это действительно есть. Что бы вокруг вас ни происходило, все равно вы будете здоровы, будете жить вечно. И когда вы начинаете вот этот статус, понимать, то есть даже практически с этим сталкиваться, например, обратите внимание, что, конечно, не в плане там некого негативного влияния, надо всегда делать управление так, чтобы негативного влияния какого-либо не происходило все-таки с вами. Но, тем не менее, если вы начинаете сталкиваться с ситуацией, когда это управление внешнее не реализовывается, и вы это понимаете, то вы видите, что да, вы действительно на конкретной оси вечности находитесь, что другие люди тоже вечны, и у них есть такие же оси, информативные, световые. Просто кто-то об этом не знает, кто-то знает. И например, чтобы научить этому знанию, так скажем, здесь возникает уже именно вопрос такого типа или такого характера, что мы часто показываем, фактически в технологиях вечного развития, фактически мы показываем, в общем-то, часто, практически то, что уже известно. И когда вы видите эту величину, собственно, как известную величину, то получается, что по логике научить другого, тому, что известно, достаточно просто. То есть один раз войти в это состояние, ощутить из задачи, из технологии, которую сейчас я рассказал, там я рассказываю часто по именно состояниям, что очень важно. Достаточно один раз пройти это состояние, запомнить, и тогда можно рассказать про это состояние или мысленно, мыслительным действием, или можно рассказать, например, словесно. И эта именно убежденность, она не в плане некой фанатичной какой-то убежденности, а именно просто убежденность личностная. Можно очень много думать, очень много можно специально себя настраивать, но это есть убежденность действия, так это выглядит. То есть вы одновременно и готовы к действию, одновременно понимаете, что такое состояние существует. И тогда, в принципе, задача передачи знаний, по моему учению, как раз каждому отдельному человеку, это реализованная уже фактически в будущем задача до каждого человека. Каждый живет вечно, а дальше уже возникают следующие конструкции управления, которые характеризуют то, что вы практически получаете на себя в виде уже следующих знаний. Когда вы уже смотрите за эту структуру, да, за эту систему, что там дальше, какие следующие знания, то здесь уже у вас идет точное развитие в сторону вечности. То есть личная убежденность, передача знаний, причем убежденность не в плане просто информации, а именно действие, убежденность действия и получение следующих знаний. А что когда человек вечный, что тогда он должен получать в виде знаний? Это уже действительно... Какие у него еще дела, да? Это уже устойчивая конструкция управления, которая действительно говорит о том, что вы в технологиях вечности находитесь, в устойчивой, так скажем, управляющей фазе. И когда вы поработаете с этой ситуацией достаточно много, попрактикуете, научите, например, много людей, то, в принципе, здесь вы увидите, что
Вот, ну, собственно, суть самого управления, да, управление событием, там, любым конкретным событием. В данной системе именно там, через пространственное управление, где нет там, объявленной предварительной информации, это есть ваш личный опыт. То есть вы за счет своего опыта, за счет своей практики это пространство насыщаете. И вот здесь уже вы действуете так, как действует создатель. Пространство неопределенной системы заполняется вашим действием. Значит, ваше поле, да, ваш полис как бы, управления внешне, он все более насыщается. И тогда вы действительно реально устойчивы. Вот уже точно тогда уже видно буквально, что отрицательные события к вам не подходят реальные. То есть вы как бы вот это поле заполняете своим личным действием. Так же, как и действует создатель. Тогда вы уверены в бесконечности своего развития. И вечное развитие других, кстати, для вас тогда тоже уверенность, потому что тогда вы знаете, что стоит только там передать знания, если человек воспринимает, то он действительно вечно развивается. Это просто технология, там ничего такого необычного, там, сложного даже нет. Просто надо вырабатывать определенную структуру управления и ее реализовывать. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.